Витаю! Это рубрика «Что есть онлайн» об инженерных веб-приложениях, доступных без регистрации и бесплатно. В этом видео мы рассмотрим сайт eurocodeapplied.com с быстрыми калькуляторами для расчета по еврокоду 1, 2, 3 и 8. Сайт доступен на достаточно большом количестве языков, покорим соловьиной и великого и могучего. Ну что ж, оставим английскую версию и посмотрим, что у нас тут интересного. Начнем с еврокода 1. Воздействие на сооружение. Здесь у нас все посвящено воздействию ветра и состоит из калькуляторов для определения ветрового давления и аэродинамических коэффициентов. Посмотрим определение скоростного напора в зависимости от скорости ветра. Калькулятор очень простой и интуитивно понятный. Заполняем исходные данные, ориентируясь на подсказки ссылками на статьи Еврокода. И в конце нажимаем «Посчитать». Результат представлен в виде искомого значения и развернутой пояснительной записки со всеми необходимыми ссылками и формулами. Результаты расчета можно без проблем распечатать. При необходимости в эту форму можно добавить данные об объекте строительства. И на выходе мы получаем достаточно аккуратный документ, который в принципе, наверное, можно вставить в пояснительную записку. С аэродинамическими коэффициентами, думаю, и так все понятно. Давайте посмотрим на то, чего нет в ДБН, а именно ветровой нагрузки на рекламные щиты. Выбираем тип местности, пишем скорость ветра, размеры рекламного щита, географический коэффициент, динамический коэффициент, эксцентриситет и нажимаем «Посчитать». И теперь мы знаем ветровое давление, суммарную горизонтальную нагрузку и опрокидывающий момент. Классно! Теперь Еврокод 2. Железобетон. Вначале у нас таблица с классами бетона, сопротивление которого можно пересчитать с учетом коэффициента надежности. Далее у нас калькулятор для построения кривой ползучести и усадки бетонной смеси. Здесь у нас определение толщины защитного слоя. Далее калькуляторы для определения предела прочности круглого, прямоугольного и таврового сечения. Арматура определяется не только для изгибающего момента, но и может также учитываться продольная сила. В результате мы получаем площадь армирования не только для верхнего и нижнего волокна, но и вдоль вертикальных граней балки. Далее определение минимальной площади армирования по условию трещиностойкости. Далее подбор рабочей арматуры с учетом трещиностойкости, и здесь же в результатах выдается ширина раскрытия трещин. Далее снова проверка прочности, но уже для внецентре нажатых конструкций.
Далее расчет на поперечную силу. Выдает нам площадь поперечной арматуры в сантиметрах квадратных на метр погонный. А здесь у нас расчет на сдвиг, шва бетонирования. Выдает количество арматуры, которая должна пересекать шов для обеспечения совместной работы слоев. Далее проверка плиты на продавливание. Причем с учетом изгибающего момента на опоре. Традиционно общая площадь поперечной арматуры в пределах пирамиды продавливания. Ну и в конце минимальный диаметр загиба арматурных стержней, длина анкеровки нахлестки, ну и, конечно, ассортимент арматуры с табличками, упрощающими раскладку стержней внутри сечения. Теперь Еврокод 3. Стальные конструкции. Вначале у нас, как водится, таблица со свойствами сталей. Далее ассортименты двутавров, круглых, квадратных и прямоугольных труб. Параметры профиля можно пересчитать с учетом коэффициента надежности. И что примечательно, выбранный профиль можно скачать и вставить в чертеж. Далее ассортимент болтов с конструктивными требованиями по их установке. И, наверное, самое интересное здесь – калькуляторы для проверки прочности и устойчивости двутавров, прямоугольных и круглых труб на действие изгибающего момента, продольной и поперечной силы. И в конце калькулятор для проверки устойчивости сжатой полки двутавровой балки. Ну вот, осталось еще посмотреть, что нам предлагает Еврокод 8 – сейсмоустойчивость. Первый пункт – построение спектров ответа для известных видов грунтов. Направление можно задать как горизонтальное, так и вертикальное. И что мне очень понравилось, что результаты расчета в виде пар период ускорения можно сохранить в текстовый файл. Потом их можно преобразовать в понятный, например, для лиры формат и использовать в дальнейших расчетах. Здесь у нас приближенное определение периода собственных колебаний основных типов зданий. Далее предварительный подбор сейсмоизоляции. Сейсмические воздействия на элементы конструкции мостов, а также сейсмические нагрузки на подпорную стенку.
В результате мы получаем коэффициенты, на которые нужно умножить пассивное и активное давление грунта. Ну вот мы все и посмотрели. На мой взгляд, сайт замечательный, и тем, кому время от времени приходится считать по нормам Европейского Союза, он может стать отличным подручным инструментом. На этом все. І як завжди, дякую за увагу!